Реально, 2 креста, он не заметил. Тут его расстреливают, и он намечает замок, не замечает 31 хп на замке, и он теряет замок. В последнее время товарищ Хера, чемпион мира, много начал играть с нашими игроками. Давайте посмотрим еще один матч с участием уже Dark AOE, да, российский молодой игрок, который на самом деле является чемпионом СНГ в данном году, потому что он победил в финале года Винчестера. Ну, если учитывать Русаок, да, понятно, что Винчестер более сильный, титулованный, но Дарк, в принципе, молодой и очень-очень прогрессирующий человек, молодой человек. Соответственно, у нас стандартная Аравия, Chicken Аравия, где у нас 7 курочек. Просто ладерная игра, где у Херы не самый высокий рейтинг, 2785 против Дарка 2559. Дарк, в принципе, считается сейчас примерно топ-15 мира с хорошими выступлениями. И, в общем-то, действительно, да, так и есть. Ну, по рейтингу он немножко ниже, по рейтингу он больше экспериментатор, в том, ну, примерно как и Хера на данном этапе своего рейтинга. Итак, у Дарка испанцы на Аравии, неожиданно, у Херы более классические для Аравии инки. Инки цивилизация очень сильно темповая, очень сильно на агрессию, потому что у нее много ранних бонусов, да. Начинаем с халявной ламы под ратушей, да, командный бонус. Каждый домик дает плюс 5 популяций, то есть плюс 10 аж, да. Тяжело в домовтык попасть, а если попадешь, то пофиксится надолго. Ну и экономия по лесу рано. То есть, в принципе, уже можно даже там меньше на лес кинуть на одного, меньше на лес и раньше поставить барак, что-то такое. Здания все стоят на 15% меньше камня. То есть, в принципе, за 200 стартовых камня можно поставить и вышку, и ратушу, и еще аванпост, и еще останется. Каменные стены дешевле, да, ворота тоже, то есть это приятно. Ну и самое главное, что замок тоже дешевле, на почти 100 камня. В принципе, а замок у них штука полезная, потому что Камаюки, ну, на самом деле, может быть, против пороховой нации испанцев не самый сильный юнит, но Камаюки сторонами я их обожаю. А самый, наверное, главный их бонус, то, что у них военные юниты стоят меньше еды с каждой эпохой. То есть, в принципе, можно и так дешевых мечников делать еще реально дешевле. На 15% меньше еды аж в темной эпохе, в феодале аж на 20%. Слушайте, вот эта скидка, она довольно сильная. И еще такой дополнительный бонус интересный, да, то, что их крестьяне, начиная с замковой эпохи, апгрейдятся за счет пехотных апгрейдов в кузнице. В общем, что их делает довольно-таки мощными против рейдов, ну, более жизнестойкими. Погнали, у нас это испанцы. Дарк, смотрите, какую разведку используют. Вроде, интересно, он как-то так разведывает, вроде понял, что здесь враг, но здесь ничего такого сильного не делает. Так, что у нас тут по билдам? В принципе, все довольно стандартно, без айдлов, да. Посмотрим, как Хера влетает в ратушу. И спокойно, да. Против Херы садиться в ТЦ особо смысла нету. Хоть, кстати, одна стрела вылетела в Орла, но он все контролит. У Орла очень большой вижен, он спокойно видит ратушу и уворачивается. Оба вышли на кур, потому что они спокойно тут на бэке качаются, и все спокойно. Ягоды пока игнорятся. Что у нас дальше? В принципе, такое. Ладно, давайте пойдем по испанцу. Испанец почему такая неожиданная нация, потому что все-таки на Аравии у нас котируются очень сильно кроссбоумены, а здесь у испанцев и у болгар нет вообще даже замковых кроссбоуменов лучников. То есть только феодальные. Но не стоит их недооценивать, потому что есть там бонусы на эту тему, да. Например, стрела, да, первая, она не стоит золота, потому что все апгрейды не стоят золота в кузнице, да, плюс каждый апгрейд дает еще 20 золотых. То есть прикольные такие бонусы, да, много золота сохраняет себе испанец, и из-за этого ему легче выходить в паладинов так-то. Важный бонус, что строители на 30% быстрее все строят. Так, смотрите момент, да. Нажал Dark Loom перед переходом, потом понял, а нафига мне лум, если мне и так хватает еды с запасом. 20-й переход без лума против Хера. Слабо играть против Хера без лума, Дарку пофиг. Дарк такой игрок, которому не слабо, как говорится. Приятно, здесь можно ему приволиться, на самом деле. Здесь камень для испанца тоже может пригодиться. Ну, такая карта... Испанец может заволить такую карту. Испанец может. Он действительно быстро строит. Проверить бы ему вот этот вот лес, да, насколько он касается. Ладно, что видят игроки, конечно же, они не тупят и скаутов держат уже во время перехода
рядом с врагом, и видим, что Хера чего-то тут мутит. Довольно поздний переход. Что это он делает? Нажирает сильно еды здесь, смотрите, везде жрет еду, 16 на еде, у него 700 леса, берет лум. Неужели это фасткастл? Неужели он опять экспериментирует с фасткастлами? Что видит Дарк и как он это понимает? Так, ну у тебя 2 мельницы, ладно, это уже как-то подозрительно, у тебя тут что-то много, вот он увидел, сколько тут много на еде до сих пор, да, хотя, казалось бы, уже все переходят и больше на лес свечаются, а нет, здесь 4 на лесе, всего лишь там 12, смотрите. Пара ворот каких-то не дает, типа, посмотреть, что как, но он увидел, что здесь, типа, есть шахта. В общем, я думаю, сейчас будет ориентироваться на время перехода и думать, что делает Хера. А Хера делает фасткасл, 23 с лумом. Он делал фасткасл, нажал переход, у него уже 500 еды и будет больше. Хорошо, таким образом, что делает Дарк? А он вообще-то так тут застроился и делает стрельбище. Одним крестьянином, на самом деле 2 креста делают примерно, строят здание примерно так же, как один испанский. Примерно, то есть действительно... Ну не, вру, конечно, 2 быстрее все-таки строят. 2 быстрее. Они не в 2 раза быстрее, но там на процентов 60 они строят быстрее, наверное, чем один крест стандартный. А испанец всего лишь на 30, наверное. Так, и вот теперь вторая мельница. В общем, да, у Дарка тоже хорошо по идее, на самом деле, видите? Интересный момент. Так, находит орла, пытается его убить, здесь пику лишнюю не делал. В принципе, у пики такая же скорость, как у орла, она бы могла, в принципе, помочь тут немножечко. Ну что, скаут выигрывает орла, но остается на лоу хп, но так как Дарк понимает, что у Херы, скорее всего, юнитов не будет из-за фасткасла, то он понимает, что этого скаута все равно почти будет некому убить. Да, видим, тут нет барака, неужели это рынок и кузница? Наглый фасткасл в открытую против Дарка, да, тут оба игрока наглеют. Дарк до сих пор тоже без лума, видите, наглешь полный, ничего. И первый лучник идет вперед, то есть он поставил специальное стрельбище, да, и играет в лучников за испанца. Ничего удивительного здесь нету, надо наказывать. От скаутов легко заквикволится. Здесь вышка на золоте. И видите, 94 камня остается. На следующую вышку 106 камня не хватает. Но если что-то придумать, добыть, не знаю, можно сделать. Конечно же, Дарк понимает уже, что происходит. Делает вот сейчас свой лумчик. Может, потому что крестов на форвард ведет, вот вроде такого нету. Так, здесь какие проблемы? Да никаких, в принципе, переход от Херы на 24 жителях. Здесь все удалил, да, на что я еще хотел обратить внимание, так, фермы. А, топорик, то, что он немножечко поздно сделал. Дарк вроде думал делать, не делать, потом решил, да, сделаю, все-таки сделаю. Вторая лесопилка, то есть, в принципе, экономику сетапит. Интересно, почему такое решение. Здесь тоже, потому что это действительно важно было. Ты либо вначале делаешь топорик, либо ты его уже не делаешь. А он посидел, подумал и потом все-таки доделал. Интересно, что-то планирует. И здесь товарищ Дарк. Дарк понимает, что если Инк переходит в фасткасл, да, он может просто выйти в орлов, да, по сути, просто 1-2 барака сделать. И да, Дарк понимает, реально, Дарк понимает. Но он видит бараки, он понимает, что вышка на золото, то есть нужно золото, и инкские дешевые орлы будут. И он делает мечников. Но ты же не можешь пойти в замки и делать мечников одновременно. То есть ты выбираешь, либо сначала делаешь замки, потом мечников, либо сейчас мемчиков. Поэтому он делает еще кузницу, ну, готовит апгрейды. Опять же, каждый апгрейд приятно делать, плюс 20 золота. Ну, это, конечно, копейки, да? Копейки. Леса 35 золота. Да, апгрейд на пехоту. Ну что, неужели мы видим пехоту? И даже испанец выходит в пехоту. Проблема в том, что мечники в замковой эпохе, у них плюс 6 бонуса по шоковой пехоте, кем являются орлы. Но здесь бонус какой? Плюс 2 всего лишь, правильно? Шок инфантри 2. То есть 6 плюс 2, ну, неплохо, конечно, это лучше, чем любой лучник. Так, ну что, орла пока 2 всего лишь, но 2 барака. Squires. Короче, interesting. Но какого-то урона не получилось, да, за счет тут стен нанести. Так, ладно. Стрела доделывается, и вроде как за себя могут поставить лучники, но это пока. Проблема в том, что орлы, у них вроде уже 7 урона, но чтобы апнуть воина орла, нужно 400 ресурсов, и пока этого не видно у Херы. Наверное, он будет рынок использовать. Было бы прикольно, кстати, добыть 6 камня ему и продать, допустим, 100 камней. Ну, либо что-то сделать дополнительным камнем. Либо вторая вышка, либо продать камень. Я думаю, я бы так точно делал. Здесь у нас еще и поджог. То есть, в принципе, интересно. Но Дарку надо заволиться, я думаю. То есть, против орлов надо заволиться, это база. Поджог, 4 мечника пока всего лишь. Не делает ли он второй барак? Блин, ну просто серьезно, он делает второй барак. И здесь удержит ли он этих 3 орлов, я не уверен, но, возможно, кресты помогут все-таки. И здесь смотрим, все-таки, видите, сложно, приходится заваливаться. Лум, благо, уже есть, скаут здесь раненый, совсем почти мертвый. И орлов уже 6. Делается монастырь, кстати, Хера иногда меня удивляет, почему монастырь? Ну, типа,
Отогнать луков? Наверное, монахом. Так, Дарк не успел заволиться, интересно. То есть орлы, хоть и не воины орлы, но даже обычные орлы получают замковой эпохи плюс 3 урона. У них уже 7 урона, и жителя не крошат. Интересно. То есть, по факту, у Херы сейчас дешевые орлы со скоростью и с первой броней. Ничего особенного. Топорика нет, и капов нету, еды минимально. Но монастырь. Монастырь неожиданное для меня решение. Здесь. Так, викволы. Ну видите, просто домик сюда четенько работает по тайлам Дарк. Здесь он уверенно себя чувствует, что происходит. Так надо достроить или пофиг. Пофиг, орлы почему-то ходят от двух мечников, да, это даже странно. Здесь какой-то замес. Мечи пытались выпилить рынок. Да, слушайте, рынок он подставил. Рынок важное здание для олынера товарища Хер. Товарищ Хер, распишитесь. И самое интересное, что Дарк вообще... То есть, насколько Дарк гибко сейчас играет, да? Он просто играет за испанцев мечников с двух бараков феодаля и не парится. И абсолютно не парится. Спокойно сетапит экономику, у него плюс 8 крестьян, фермы, все это быстро строится. То есть, просто феодальные эпохи спокойно пока дефается. Но, я бы сказал, Хера не супер сильно форсирует, опять же, тот же ап на орлов, форвард осадку какую-то, пока он играет как-то не спеша. Как бы, да. Броня, опять же. Так. Здесь у нас золото неплохо добывает. Ну, потому что лучников аж 10. И, наконец-то, додумывается заволиться Дарк. Видит здесь большую армию. Блин, монах, конечно, неприятный тип. И хватает, да. Хватает. Так, продал еду у нас Хера. Наверное, покупал. Продал лес, извините. Покупал еду? Ну, конечно, покупал. И Evil Warrior. Этот апгрейд, сейчас увидите, он повысит, по-моему, и скорость, плюс 5 хп, плюс броню. Урон, кстати, не повысится, но там бонусный урон повысится. То есть сейчас плюс 2 по Cavalry, хотя тут Cavalry нету толком. Но сейчас увидим. Опа, 55 хп, скорость немножко выросла. Да, по Cavalry стало 3. Ну, броня повысилась. В общем, туда-сюда. На самом деле, этот апгрейд не супер важен, но смотрится не более страшно. На самом деле, все равно плюс 5 хп, это важно. Юнит очень-очень-очень дешевый. Здесь скаут бесит и рынок. Смог убить рынок, да, и поэтому Хере приходится перестраиваться. Интересно, вообще. И вот теперь Хамут. Хорошее решение, что он хотя бы тогда топорик в итоге сделал, да, потому что, ну, долго работает феодали здесь. Пара мельниц, да, хотя их всего 3 на самом деле. Здесь дом, но здесь с запасом, да, можно... Дарк, тут, смотрите, торгует уже, продал камень, значит, не может делать. Так, не может строить каменные стены. Монах хиляет. Хилять тут есть кого, конечно, очень много. Но какой же сброд феодальный ударка, 70 лимита. И невероятно. Ну, если бы была вторая броня, да... Хотя нет, толку, уже все равно 4 брони есть в дальнем бою, то есть все равно лучники наносят единичку урона уже. Потому что уже 4 брони в дальнем бою. Но в ближнем бою всего лишь единичка. Так, и смотрим. Неужели феодальные мечники норм? Я всегда думал, что феодальные мечники все-таки, ну, вообще не очень против замковых орлов. А оказывается, ну, вместе с лучниками и хорошим контролем, может, и норм. Так, стреляют в табло, забирают пару лучников, неприятно. Я думаю, сейчас может доиграться Дарк, на самом деле. Здесь 3 монаха, это же 2, ну, еще конверты. Как бы монахов быстро попробую бей еще. Здесь 2 конверта именно мечников происходит, но 2 монаха мертвые, 1 уходит, не лечит тоже. В принципе, для Дарка это вообще неплохой размен, я уже вижу, даже... Офигеть, просто жесть. Ну, просто жесть на самом деле, да? Ну, Хера, мне кажется, не доконтролил здесь монахов, честно говоря, не спас первого. Вот этого, кстати, в итоге тоже не спас, то есть слиты все практически монахи. Релики он не собирал, то есть тоже никакого бонуса. Еще да, второй монастырь делает просто жесть. Замковый переход, апгрейд на золото. Окей, офигеть. Дарк сделал 48 жителей с тачкой, с экапами, и только теперь переходит. У него уже все апы есть. Сколько он вообще уже апгрейдов сделал? Это офигеть. Уже кресты на форвард идут. Так, ты лишний пока что. Пока рано. Хотя непонятно. Итак, сколько апгрейдов мы видим? Technology у нас уже 11. То есть реально уже где-то 200 золотых он получил на халяву. Так, смотрим, что у нас дальше будет. Ну, Херы... Ничего особенного почему-то, да? Но он сильно в монахов вкладывается. Это, конечно, жесть. Так, тут 2 шахты. Апгрейд на золото должен быть у Херы. Обязан быть, если у тебя 23 на золоте. И вообще вся экономика почти это золото. Ну, Хера молодец в том плане, что он не сильно одет ратушу, в отличие от других олынеров. Ну, хотя 2 минуты 19 секунд, это, конечно, ну, такое. Обычно олынеры побольше, они вообще не делают крестов. У него так-то 43, это вообще немало.
Всякие лайнеры обычно на 37 заканчивают, если вы понимаете, о чем я. Так, сколько у нас бараков? 2. Конюшни нету, ничего нету. Проблема, что лучников дальше не апнешь. Хотя вторую стрелу можно на них апнуть спокойно за 200 еды и все, не тратя золото. А вот здесь, я думаю, уже так просто не получится. Во-первых, все лучники охотятся за одним всего лишь монахом. Вроде здесь много мечей сдохло, видите сами. Еще и конверт проходит, еще он уходит. Короче, сейчас надо терпеть очень жестко. Начинается какой-то... Сноубол. Но замковый переход наконец-то идет. Я думаю, надо убегать Дарку, получать апгрейды какие-то. Что у него, на что хватает. Апать уже в конце концов мечника. И я не знаю, нужны миссионеры. Нет, какие миссионеры? Надо монахов контрить как-то. Но, кстати, камень добывал. Дарки будет у него замок. Уходят лучники, они совсем уже ничего не делают. Так, 2 апгрейда сюда. Получил Хера апгрейд на атаку своим орлам. Конверт еще крестьянку, ребята. И 47 на 47. У Хера вырывается вперед по крестам совсем. Неприятно, но мы понимаем, что удар, конечно, лучше все равно экономика. Больше добытых ресов, тачки и прочие дела. Так. Конвертит еще мечника. Блин, мечники, конечно, неприятно, когда конвертит. Не дешевый юнит, как говорится. Еще минус барак, но наконец-то ставится замок, который Хера видит, кстати. Он его видит, и он понимает, что будут конкистадоры. Но он уже, в принципе, на монахах. Монахи пока без хпшечки. Так, здесь у него... он ответ третий монастырь, да. Не видит этот релик, если бы видел, может, начал бы собирать релики, потому что у него на самом деле 3 рядом с его базой. Замок строится быстро именно в этой позиции, потому что, ну а чё, в принципе, еще даже дополнительная ратуша. По 48 крестьян у ребят, мечники апают скорость и заказ наш 5 конкистадоров. Блин, интересно. А тут 3 монастыря, типа, реально? Реально? Лесопилка не обновлена, очень плохо работает, соответственно. Конкистадоры. Продолжает Дарк немножечко добывать камень. В принципе, ребята совсем что-то... Ну, точнее, Хера они как-то не агрессируют. Выпиливает здание, типа, не забегает туда, куда-то подальше. Ну, там мечники охраняют, как бы, да. Мечники медленнее орлов. Поэтому они будут просто дефаться. Кстати, монастырь испанский. Ну, от миссионеров здесь толку прибежать и полечить их. Ну, полечить их так-то можно и в замке. Довольно-таки быстро. Итак, 3 барака, 3 монастыря. Вот так вот. У Хера качает очень много золота, посмотрите. Даже вот такая кривая шахта, господи. Ну, тут 2 тайла, типа. Для меня это кривая. И да, монастырь сделан для девоушена, чтобы не вербовались так сильно юниты. Особенно конкистадоры. Так, монахи, смотрите, стоят просто рядом с ратушей. Здесь. Так, выходит мечник. 1. Еще идет переключение на мечников. Конкистадоры, видите, байтят на конверты и отходят немножечко. Здесь мечники принимают бону 3 конверсии. Конкистадоры пытаются прийти, но он понимает, что там еще есть конверт, еще один конверсия. В общем, не так удачно, честно говоря. Ратуша почти не стреляет. Здесь монахи спасаются. Честно говоря, в итоге какой-то слив произошел, хотя сейчас конки настигают. Монахам нужно время, чтобы получить обратно веру. Это довольно жестко. Так. Прикольно, как он свичнулся в конков. 35, смотрите, какая тут экономика. У Дарка даже больше на золоте, чем у Херы. То есть очень важные рынки здесь. И Дарк делает ересь, получается, за 1000 золота. И 20 золота кэшбэком, смешно. 1000 золота ересь против монахов. То есть он реально читает, что там реально игра в монахов жесткая идет, да, аж 3. Это очень классно. То, что он знает, что у испанца есть ересь. Ну, то, что он знает, это для меня неудивительно. Все опытные аренщики знают, что у испанца есть ересь. Но то, что он ее делает на Аравии, это, конечно, интересно. То есть ересь делает довольно бесполезных монахов. Ну, монахи начинают убивать юнитов, а не конверсии. Короче, реально делает их не настолько смертоносными. Кажется, 1000 золота это супер много, но на самом деле оно иногда того стоит. Ладно. Рынок, соответственно, умирает. Так, ударка становится чуть поменьше на золоте. Согнали золото. Добавляется ратуша Херой. Ну, Дарк как будто планирует еще 2-й замок. Он полностью уже на конкистадорах сидит. У него с ересью есть Devotion. Давайте посмотрим, как это работает. Здесь ему Чистаков, возможно, свой же мешает. Хотя, выстрел в итоге в свой монастырь как-то возможно. Так, ну видите, юниты не конвертятся, а умирают. Не надо на них тратить всякое. Топор Хамут, Хера начинает заниматься экономикой. Ну, интересно. Проблема в том, что Хера не убивал экономику Дарка. Айлил, может, да, сконвертил одного вила, помним. Ну, там, ТЦшку, нет, он не сносил. Он в итоге, ну, так и сыграл без засадки. И здесь идет... настигли всех монахов, кажется, да?
Но подходит новая пачка справа. Орлы уже играют только роль прикрытия для монахов. То есть основная тема это монахи. А монахи, я бы сказал, уже с большего законтрены. Короче, у Дарка как будто бы все нормально. И ставится сюда второй замок. Видите, тоже грамотное решение. Пока вся армия справа, он занимает хорошую позицию слева. Здесь монах не доглядел. Релики уже, тем не менее, уже 3 штуки забрал. Активна торговля. И вот это интересно, уже добавляются арчи. Возможно, это будет дешевые скирмы против конкистадоров. Удаляются шахты. Классно, да? Типа, нас тут не было. Нас тут не было. Но много. Проблема в том, что много золота выкачал уже. На лейтгейм-то хватит. А здесь это золото. Кстати, это вообще чье золото? Ну, это Херина третье золото. Судя по всему. Потому что вот дарковские. Раз, два, три. Дарковские. Так, куда конкистадоры побежали? Интересно. Интересно. Плюс 10 жителей, в принципе, рабочая ситуация. И делаются скирмой. Инкские. Кстати, на крестьян теперь действует броня. У них 4 брони в дальнем бою. Как бы нормально атаку тут можно удалиться на озере. Но сейчас посмотрим. Если он сильно сближится, то придется... Хотя удалять смысла особо нету, потому что монахи их так удалят. Ну, лучше убежать, короче. Лучше убежать. Так, а Даркусик у нас без конюшни играет и не прокачивал скорость. Скорость важна. Ему надо бы вспомнить про это. Зато он уже на 3 ратушах, в принципе, как и Хера. Добытые ресурсы у него побольше. Ну... Опа. Давайте смотреть. Косые. Ой, 5 юнитов сдохло. Офигеть. Монахи убили 5 конкистадоров. И они на холме. Зря Дарк полез. Я говорю, Хасбандри надо было скорость. Ой, тут квиквольчик. Ну, в принципе, пробежать сюда и можно, думаю. Так, рынок. Ну да, он на пофиг пробегает, хотя Хера квикволи дальше, он здесь, кажется, дырка. Да, есть дырка, второй стрелы до сих пор нету и баллистики тоже, поэтому можно здесь расстреливать пацанов. В принципе, этим и занимается... Дарк, но проблема в том, что у Дарка вообще нет апгрейда на конкистадоров, и даже кресты, даже бронированные кресты, да, идут в бой, даже вот одиночный скирм уже что-то может. О, видите, попал опять в монастырь. Что-то конки стреляют по монастырям, интересно. Да, зачем апгрейдов не было у Дарка? Зато экономика получше. Но есть проблема еще с реликами, да? Смотрите, 4-й релик пытается вытащить Херу, но ему надо, наверное, как-то в обход идти. Сейчас законтролит он или нет. И 5-й релик. Он тырит все 5 реликов. Это хорошо для лейтгейма. Монах поворачивается в нужную сторону. Слушайте, ну... Интересно, интересно. Не хочет добавлять пока легкую кавалерию Дарк, да? Ну, можно, но тогда ты слишком... То есть у тебя и кресты стоят еду, иконки, и ЛК. Тогда ты, блин, непонятно, когда перейдешь. Абсолютно. Но плюс 15 фермеров у Дарка. Хотя по счету лидирует Хера. Он делает тачку. Блин, вот как же Хера мастерски умеет, да, вот такие вот олыны превращать в стандартный плей. Так, вот с этим реликом все непонятно. Дарк отказывается делать хотя бы одного монаха. Чисто монастырь для технологий. Так, ну здесь-то у нас что? Как будто бы конкистадоров уже достаточно. И все равно тройка сдыхает. Тройка сдыхает. Монастырь почти сожгли. Ну, только плотный замковый замес, где никто не стремится в импы, как бы, да. Но Хера стремится, 900 камня у него, он скоро 2 замка сможет построить. 2 замка для него 1100 камня. Примерно. Но Дарк правильно играет за испанца, то есть тут, в принципе, нужно всегда играть через кучу ферм, кучу строительства, да, бузить этот бонус, в принципе, да, и играть юнитами за еду. Он делал 2 рыцаря, вот это уже неожиданно. И какая-то чуйка у него, он такой, надо проверить эту точку, и здесь идет касл-дроп от Херы. Хера, ты дурак! Зачем он что, не видел? Он потерял замок, что ли? Реально, 2 креста, он не заметил. Тут его расстреливают, и он намечает замок, не замечает 31 хп на замке, и он теряет замок, потому что, смотрите, то есть он наметил 354 камня, да? Если бы он отменил, ему вернулось бы камня до 900 где-то. Он потерял замок от конкистадоров. Боже мой. Тупо слил замок. И не может другой поставить. Нигде другой не намечен. Это всего лишь ратуша. Аванпосты. Да, Хера такой. Но как Дарк понял, что именно в эту секунду надо прийти, убить одного жителя и второго и замок? Это просто жесть.
какие-то важные апгрейды, вторая тачка. Уже неплохие тут конкистадоры с холма расстреливают, даже с кермов же забей. Просто кони начинают драться, снова эти кресты, которые хоть и бронированные, но, блин, камон. Просто тут такие сильные юниты тоже золотые. А Дарка идут. Что вообще забей? Дарк просто выходит вперед по всем параметрам. Добавляет стандартных рыцарей, как бы не парится вообще. 50 на идее у него. Титаник замок от Херы. Видимо, он это... Вместе с Даутом очень много тусил. Даут замок, еще один Даут замок просто. Титаник замок, реально. Ну, то есть, единственное, это типа релики. Релики, да, релики 5. Дарк вообще про них не запарился. Но Дарк им импится, да? То есть, он настолько хорошо поставил экономику. Настолько. Охренеть, да, 60 ферм. Что он импится. Он пытался добить этот замок, но пока нет. И Хера его не отменять. Неужели? Или у Херы надежда достроить этот замок? Серьезно? Ну, это надо очень много скирмов делать. Да, фига. Ну, Хера, видите, кажется, что он как-то слабоват сейчас в плане того, что он не может импы нажать, то все. Это все потому, что он не делал экономические апгрейды рано, видимо, последствия. Тачка была недавно сделана. И снова Дарк. Вот каким образом это он чувствует, я вот не понимаю. Серьезно. Он не чувствует, это уже аванпосты решают, он заметил. И быстрая реакция Дарка. Хотя, мне кажется, он и так. Давайте посмотрим, как это было на самом деле. То есть, у него стоит аванпост. Смотрим, рыцари уже бегут сюда. Нет, это чуйка. Рыцари бегут сюда, и тут замок. Это просто скилл. Офигеть. Конечно, тут много жителей, опять же, бронированных. Они, скорее всего, достроят. Ну, как хотят, тут конки бегут. В общем, это офигеть, какая-то чуйка ударка. Слушайте, не знаю. Тут уже 70%, ну, очень много крестов строят. Они достроят, но с какими потерями вопрос? Я сейчас все меньше и меньше. 90, 90. Так, там еще замок. Достраивается замок, остается только 10 жителей. Офигеть, еще потери, уже 20 крестов слито. Здесь еще один замок. Ладно, окей, замки ты поставил, импы ты нажал. Да? Но да, удар ресурсов просто бесконечный. Единственная ему проблема — это действительно золото. Он тоже потратил много золота на своих юнитов, на апгрейды. Ерис 1000 золота и реликов 0. Просто 0. Единственное, что он может еду продавать спокойно. Смотрите, насколько у него сильная экономика, что обычно ты наоборот покупаешь еду, чтобы делать апгрейды. Дарк спокойно продает 500 еды за 486 голды, да. Очень дорого, это классно. И вообще не чувствует, хоть паладина нажимаешь, что хоть что угодно, с элитным конкистадором. Насколько же он сильно зафермился. То есть абсолютно хорошо понимает испанца, да. То есть это тоже скилл, который мне нравится. Это играть на нестандартных цивах. Спасать этого коня. На нестандартных цивах для этой карты уметь играть, да? Все знают, как играть, не знаю, там, Венгра на Land Madness. А как играть испанцам на Рави? Вот так вот. Даже тут креста убил. Как это возможно? Видимо, этим рыцарем, да. Ну, короче, Хера переходит в оборону. Он знает, что у него 5 реликов. Кстати, где они? Они уже, они, кстати, в разных местах. И ставит вот такой вот замок. То есть явный намек на late game. И смотрите, кавалер, элитный конкистадор, абсолютно не парится. Дарк. Ну, Дарк, смотрите, какой красавчик. Он занял 2 нейтральные золотушки здесь. То есть тоже он понял, что по реликам все поздно уже. Может, и сделал монаха, но не успел. Но 2 нейтральные золотушки, это круто. Это у нас практически 5000 золота дополнительных. Что где-то как 70 паладинов. Так-то. Ну, либо конкистадоров. Начинает требить потихонечку. Может поставить еще один замок. Так. Коронки пока Дарк не делал. Ну, Хера переходит в трэш-юнитов. В принципе, трэш-юниты и золото тратить на кого? Трэш-юниты очень дешевые, конечно же. У Херы. У него не хватает. Видите, у него все, у него уже нет золота, только релики. Он выел все золото. А нейтральное не контролит. Жесть, он знает, что там нейтрально, ничего не может сделать. Делаются травы, чтобы лечить кавалерию в замках. Инкский замок, окей, можно чинить дешево, но все равно сложно. Выбегают камаюки. Блин, ну камаюков реально 10 штук, так нельзя их так сильно игнорить. Они... Хотя 7 урона пока у них маловато. И реально паладин плюс элитный конкистадор. Серьезно, это просто мечта для испанцев. Это просто жесть.
Так, ну замок как будто бы падает. Квиквол, и Хера, конечно, будет потеть до конца, но видите, здесь не хватает ему тайла. Бегают челы. Да. Хера еще попытался. Но эти челы, если их посадить в замок, они быстро вылечат хп и станут паладинами. Это будет очень прикольно. Еще атака делается, абсолютно все, ну, кроме плуга. Выбивается 3 релика, это очень приятно. Всего лишь 2 релика остается у Херы. У Херы не хватает вообще, у него ни третьей стрелы, ни брони, у него ничего нету, никаких коронок. То есть его армия, она очень не очень. Крестьян у него намного меньше. И стеночка. Делает третью стрелу. Кузницу ему нужно прокачивать обязательно. Но у него экономика страдальца такого. Еще дополнительная конюшня всеми крестами. Вот его золото. Ну, Хере не повезло с этим золотом, серьезно. То есть это его золото, и он, получается, всего 2 золота съел. И вот эти бедные релики, которые он пытается сейчас утащить. Сможет ли Хера сделать нереальный какой-то камбэк? Вспоминается, как против мистера Йо, да, там, где он у литовца крал релики, что-то такое, прям нереально, но за славянина был. Но паладин готов. Паладин, хотя он сражается с кучей пикинеров. Химия готовится на скирмов. Супер дешево, но конкистадоры очень ультимативный юнит, мне кажется, здесь. Кресты идут в бой, но слишком слабо. Против трибушетов здесь какого-то креста запинали. Это еще Дарк не прокачивал крестьян тут своих. Он бы мог это сделать. Еще минус замок, продажа от Херы. Так, здесь все еще качается золото. 28 золота все еще. И врываются 2 паладина, 3 паладина в скирмов. Пик немного. Сможет ли золотая армия? 40 золотой армии против 40 трэш армий. Посмотрим. Ну, кавалеры, паладины падают. Форвард конюшни спамятся, монахи выходят. Я не знаю, что происходит. Дарк продает еще 500 еды, уже за 270 золота. Он все еще готов продавать. Ну, главное, что он охраняет требы. До требов ему сил Хере добраться нету. По счету все плохо. И здесь... Вперед. Ну, тут... Ай, блин, монах сдох. Так, прикольно. Ну, он бы, да, от вышки сдох. Вышка помогает. Неприятно. Еще 500 еды продает, да, как же спокойно еду продает, жесть. Но Хера прописывает ГГ и проигрывает нашему Дарку. А все потому что Дарк очень хорошо сыграл за испанца, на самом деле, офигеть. Подумайте, вначале он вообще открылся в испанских лучников, сыграл испанскими мечниками, перешел в конкистадоров, обязательно сделал ересь, то есть вот эти все темы. Он меня удивил. АПМ 110 на 110 одинаковый ПМ у Дарка, у Херы, но Хера здесь допустил немало ошибок, в принципе, да. Главное, что не законтролил это золото никак. Ну, это надо было жестче пушить, чтобы иметь контроль этого золота. Или даже, возможно, качать вместо вот этого золота, да, сначала вот это на форварде. Ну, такое. Эффективность экономики 72% против 70%, это отлично. 80 конков, 50 паладинов просто сыграл, как будто пипец. То есть он сыграл против самого сильного игрока, но так четко, я в шоке, конечно, честно. КД больше двойки против Херы, но он трэш-юнитами играл. Люто. 32 конверта, конечно, было, но мы помним, там 5 конков мертвых. Армия 69 на 49, но супер золотая армия, супер крутая. Камня только Хера добыл больше. Но он слил замок. Чисто по дауту. Ну, не совсем по дауту. Ну, в общем, по мне, это красивая Аравия, такая не совсем стандартная, да, и Херу можно побеждать, но нужно как бы очень сильно читать, и просто Дарк здесь проявил какую-то гениальность, да, в плане, как он прочитал Фасткасл, лучников, перешел, мечников, все прочитал, этот замок. Я просто не знаю, как можно сыграть лучше. Честно, хочется таких выступлений от него и в турнирах. Обязательно ставьте лайк и до новых видосов.